Мир вам и милость Всевышнего, друзья! Давайте приготовим сегодня шоколадную королевскую ватрушку с ягодами. Итак, для этого нам понадобится соединить какао, муку, сахар. И в эту массу ее надо перемешать и добавить холодное сливочное масло. Можно натереть на терке, можно порезать ножом, порубить. А можно измельчить в блендере специальной такой насадкой. Ну, мне удобнее делать руками через терку, обмакивая в муку масло. Оно хорошо и быстро натирается. С этим рецептом можете импровизировать, можете не добавлять ягоды. Можете, если не любите шоколадный вкус или вкус какао, можете равносильно какао заменить его мукой. И получится у вас классическая королевская ватрушка. Добавляем пол-ложечки разрыхлителя и перетираем, объединяем до крошки. Вся эта масса у нас должна хорошо соединиться. И от теплоты рук чуть-чуть она будет такая липкая, чтобы лепился корж. Вот такая масса у нас должна получиться. Теперь займемся начинкой. Для этого объединить надо творог, сахар, кукурузную муку, ваниль. Разбить туда 3 яйца и добавить сметану. Все это потом соединить блендером. На все уходит пару минут. И после по желанию добавить ягоды. У меня были замороженная голубика, грамм 100. Я добавила. Теперь займемся укладыванием коржа. Разделите примерно на 3 части. И 2 части высыпьте и сделайте из него дно с бортиками. У меня форма диаметром 28 сантиметров. Получился невысокий пирог. Но мне такой и нужен был. Если хотите повыше, то можно сделать поменьше форму, и у вас он будет повыше, раза в 2. Утрамбовали дно, налили туда сверху начинку и оставшейся крошкой посыпали. Теперь в духовку при температуре 180 градусов на 35 минут. Вот он хорошенький, какой получился у нас пирог, а какой аромат. Все смешивается: ваниль, какао, ягоды, творог. Просто хочется быстрее отведать. Но все-таки лучше дождаться остывания, и потом можно подавать к столу. Он легко режется и, как видите, хорошо отстает от формы, потому что основа у нас масляная, поэтому ничем не смазывать не надо. И он спокойно отойдет от бортиков. Готовьте и получайте удовольствие. Я уверена, что вам очень он понравится. Если был полезен рецепт, подписывайтесь, ставьте лайк. Буду рада каждому из вас.